Делаем кольцо из нити. Вяжем 3 воздушные петли подъема. И в кольцо провязываем 14 столбиков с накидом. Провязали. Далее затягиваем кольцо и замыкаем ряд соединительным столбиком, который провязываем в 3-ю воздушную петлю подъема. Следующий ряд вяжем 3 воздушные петли подъема. И в эту же петлю основания провязываем столбик с накидом. И далее в каждую петлю до конца ряда мы провязываем по 2 столбика с накидом. Вяжем по 2 столбика с накидом в каждую петлю. В этом ряду у нас должно получиться 30 столбиков с накидом. 3 воздушные петли подъема мы считаем за 1 столбик. Довязали ряд до конца и замыкаем его соединительным столбиком в 3-ю воздушную петлю подъема. Далее под эти 3 воздушные петли подъема нам нужно провязать рельефный изнаночный столбик без накида. Вяжем его вот таким образом. Вяжем 1 воздушную петлю подъема. И далее под каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 1 рельефному изнаночному столбику с накидом. Под каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 1 рельефному изнаночному столбику с накидом. Заводим крючок с изнаночной стороны и, огибая столбик вот таким образом, провязываем столбик с накидом. Довязали ряд до конца и в воздушную петлю подъема мы провязываем соединительный столбик. Далее под эту воздушную петлю мы провязываем рельефный лицевой столбик без накида и вяжем 1 воздушную петлю подъема. И далее под каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 1 рельефному лицевому столбику с накидом. Под каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 1 рельефному лицевому столбику с накидом. И вяжем таким образом до конца ряда. Довязали ряд до конца. Вот у нас первый рельефный столбик без накида и вот воздушная петля подъема.
мы замыкаем ряд соединительным столбиком в воздушную петлю подъема. И далее мы провязываем еще 2 ряда точно так же. То есть сначала провязываем рельефный лицевой столбик без накида, вяжем одну воздушную петлю подъема и в каждую петлю, то есть под каждый столбик предыдущего ряда, мы провязываем по одному рельефному столбику с накидом. И замыкаем ряд соединительным столбиком в воздушную петлю подъема. Таким образом довяжите до конца этот ряд и следующий ряд провяжите точно так же самостоятельно. Провязали эти 2 ряда, замыкаем также последний ряд соединительным столбиком в воздушную петлю подъема. И далее нам еще нужно провязать один ряд, который состоит из соединительных столбиков. В каждую петлю мы просто провязываем по одному соединительному столбику. Провязываем в каждую петлю по одному соединительному столбику. Провязали 30 соединительных столбиков и ниточку отрезаем. Посмотрите, вот что у меня получилось. Верхнюю часть игольницы мы вяжем нитью второго цвета. Делаем кольцо из нити. Вяжем одну воздушную петлю подъема и в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо и далее продолжаем вязание по спирали без петель подъема и соединительных столбиков. В вершинку самого первого столбика без накида мы провязываем 2 столбика без накида. Вершинку первого столбика можно отметить маркером. В эту же петлю провязываем еще один столбик без накида. И далее вяжем по 2 столбика без накида в каждую петлю. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Довязали ряд до конца, открепляем маркер и вяжем следующий ряд. В следующую петлю провязываем 1 столбик без накида и отмечаем вершинку этого столбика маркером. В следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. В следующую вяжем 2 столбика без накида. И так мы вяжем до конца ряда. Провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю 2 столбика без накида. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. В следующую 2 столбика. В следующую петлю вяжем 1 столбик. В следующую 2 столбика.
1 столбик без накида вяжем в следующую петлю. И в следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. Открепляем маркер и вяжем следующий ряд. В следующую петлю провязываем 1 столбик без накида. Вершинку этого столбика отмечаем маркером. В следующую петлю провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю мы вяжем 2 столбика без накида. В этом ряду мы выполняем прибавки через 2 петли. В следующие 2 петли вяжем по 1 столбику без накида. В следующую петлю вяжем 2 столбика без накида. И так мы вяжем до конца ряда. Провязываем в следующие 2 петли по 1 столбику без накида. И в следующую петлю выполняем прибавление. Провязываем 2 столбика без накида. Довязали ряд до конца. Открепляем маркер. И в следующем ряду мы выполняем прибавление через 3 петли. В следующую петлю провязываем столбик без накида и вершинку его отмечаем маркером. И в следующие 2 петли также провязываем по 1 столбику без накида. В следующую петлю мы провязываем 2 столбика без накида. В следующие 3 петли вяжем по 1 столбику без накида. И в следующую петлю выполняем прибавление. Провязываем 2 столбика без накида. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Выполняем прибавки через 3 петли. Довязали ряд до конца. И далее следующие 3 ряда нам нужно провязать без прибавлений. Мы открепляем маркер. И далее в каждую петлю провязываем по 1 столбику без накида. Вершинку первого столбика без накида отмечаем маркером. Таким образом, без прибавлений нам нужно провязать 3 ряда. В каждом ряду у нас должно быть по 30 столбиков без накида. Провяжите эти 3 ряда самостоятельно. Итак, я провязала эти 3 ряда. Открепляем маркер. Провязываем в следующую петлю соединительный столбик. И далее вяжем следующим образом. В следующую петлю за переднюю стенку петли мы провязываем соединительный столбик. Далее вяжем 2 воздушные петли. И в следующую петлю за переднюю стенку петли провязываем соединительный столбик. Вяжем 2 воздушные петли. И в следующую петлю за переднюю стенку петли провязываем соединительный столбик. Вяжем 2 воздушные петли. И в следующую петлю за переднюю стенку петли провязываем соединительный столбик. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца. Оставляем конец нити подлиннее для сшивания и ниточку отрезаем. Посмотрите, вот что у меня получилось. Сверху игольницы я пришью бусину. Красной бусины у меня не было, я решила пришить белую. Вы можете, например, связать вишенку или цветочек. Все зависит от вашей фантазии. Концы нити я дополнительно закрепила и спрятала вязание с помощью иглы. Берем нижнюю часть нашей игольницы и набиваем ее наполнителем. И затем нам нужно сшить 2 детали.
Посмотрите, иголочку я ввожу вот под эти петли верхней части. И вот в эти петли нижней части. В процессе продолжаем набивать игольницу наполнителем. Вот такая игольница у меня получилась.